Итак, ребят, всем привет. Мы продолжаем проходить Dark Souls 3. У нас следующий босс будет Лотрик и Лориан. Значит, почитал я про пушку драконоборца, ну и решил ее прокачать. В принципе, пуха-то неплохая, но она тяжеленькая. Поэтому мне маленько пришлось раздеться, оголив свой блестящий лоб. Ну и я прошел вот эту вот локацию вне стрима, все-таки не удержался и пробежал локацию Великие Архивы. По идее, она собой представляет просто башню, которая поднимается наверх. Здесь я открыл срезку и в принципе и все. Так что давайте мы, наверное, начнем с босса, потому что он довольно-таки непрост. Поехали, попробуем его помутузить, а там как пойдет. Это у нас последний сюжетный босс, и типа после него уже можно спокойно двигаться к финальному боссу. Ложись спать. Я отработал все, прощай, завод. Здорово. Отлично. Поздравляем. Наконец-то отмучился. Так, ну у нас эти ребята, насколько я понял, они у нас по прямой. Дальше вот этих вот щитов я не уходил. Поэтому давай пробуем пробежать. Народу тут прилично. Кстати, я так понимаю, самая тема пробежаться по правой стороне. Угу. Ну и давай открываем. Надеюсь, у нас по бокам ничего такого прям полезного нету. mr.toaster. Для все как положено, буфа и пустый щит тоже есть. О, тут у нас, короче, вся делегация сюда сбежалась. Завтра с утра трудовая с расчетными. Так, давай, открываем. Открываем босса. Все, поехали. Боже, еще один упрямый противник. Добро пожаловать. Знаю, ты из негорящих, воруешь пепел. Скажу сразу, мантия повелителя меня не интересует. Он крадется. Проклятие зажигания огня, наследие повелителей. Да гори оно все огнем. Сделано уже достаточно. Тебе пора отдохнуть. Это, так понимаю, это Лориан. Из неходящих. Из не прямо ходящих. Угу. Так, ну, по одному удару товарищу надо наносить. Он и так лютый. Вот типа такого. Ух ты, лютый. Да, пока я пил, он меня замочил. Первая фаза. Я нанес один удар. Отлично. Здорово, Вольфут. Да, чувствую, будет весело. Кстати, серваки у нас сегодня по-прежнему не работают у Dark Souls, так что призвать даже кого-то на помощь не получится при всем желании. Все классно. Побежали заново. В принципе, сейчас у меня двери все открыты, я должен пошустрее это дело проскочить. mr.toaster. А Лориан, он это как его инвалид, что минус. Лечу он ползает. Я не знаю. По-моему, он, короче, у нас как крокодил передвигается лежа. Там еще брательник у него потом во второй фазе будет на спине сидеть. Но с этих ребят падает самая крутая пушка в игре. Поэтому я и ломанулся именно их убивать, а потом уже остальных боссов. А потом уже идти на финального. После DLC. Так что будем стараться, как говорится, проходить чувачков этих. Я вот не знаю, можно ли каких-нибудь NPC полезных призвать или нет. Но было бы здорово.
Все, меня уже никто не трогает, отлично. Угу. Вот, короче, его в чем сложность. Он постоянно портуется, находясь на коленях. Он, кстати, не лежит, он находится на коленях всегда. Ага. Я снова нанес ему один удар, и он меня снова убил. Учим атаки, что сказать. Вот поэтому, короче, я и пробежал локации вне стрима. Вот эти вот великие архивы. Великий архив. Я пробежал, ну, чтобы просто не посвящать весь стрим локации, а лучше босса потренить, так сказать. Потому что он бешеный, я смотрю. Это причем только первая фаза. Во второй фазе у него вырастает, ну, обновляется, скажем так, полоска, и появляется еще полоска брательника. То есть там еще круче становится все. Как-то так. То есть фактически мне нужно с 13 фляжками снести 3 полоски хп. И если не завалить первым брата, сидящего на спине, тогда он регенит полоску, ну, где-то на 1/4 вот этого вот колено-локтевого мужика. Капец, просто народу. Просто чтобы даже до босса добраться. Что он меня и так же, блин, с 2 ударов просто убил. Ну, стандартный расклад. Стоим за жопой, танкуем, так сказать. Как правило, он у нас появляется где-то за мной. Только у меня камера постоянно слетает. Это, кстати, очень неудобно. Тихо. Я его ударить не успел. Даже. Он очень шустро портуется. Да, один удар. Один удар он мне позволяет нанести. Потом мне сразу же надо в блок уходить. Короче, щит тут рулит, по-любому. Без щита ты покойник сразу же. А боец-то у нас прессует постоянно, я смотрю. Тихо, сейчас долбанет. Гнида. Но смотри-ка, первой фазы я снес, оставил 4-тушечку. Прогресс, как считаете? Ну, там у меня где прогресс, тут же может быть и регресс. Это не показатель, конечно, я понимаю. Но с этим топором ковырять этого товарища гораздо лучше, я скажу точно. Я прям у него просто хорошие куски отдираю по пятихатке. mr.toaster. Растешь аж на глазах. Да. Кстати, тостер эти, как его, боты будут заходить, которые с волшебными буквами. Бань нахер сразу. Говорят, они какие-то волшебные вирусы могут захерачить. Ну, это, конечно, не точно, но все равно. Будем бдительны, так сказать. Ну, чтобы нету. Чтобы я на них не отвлекался, а то мне придется игру сворачивать. Так что, будьте добренькие. В общем, у него получается самая опасная атака, когда он трескает мечом, и этот меч херачит такой луч белый. Меч лупит такой большой светлый луч, и у тебя твоей жизни становится немножко капец. Капец. Угу.
Короче, пока он исчезает, он уже заблоченный весь. У босса хороший этот, как его, хороший урон к молниям. Но так как у меня этот... Опа, блять, не попал. Как же тогда от него уходить? Ну, по-любому этот луч только от переката. Я почему и этот, как его, часть брони снял, чтобы кататься. Потому что, чтобы таскать этот меч в полном сете и со щитом, мне надо еще, по-моему... Привет от Гуса. Хорошего гусиного стрима. Здорово, Гуся. Чтобы таскать полный сет, щит и топор, мне, по-моему, надо левелов 5 поднимать. Чисто физухи только одной. Нужно, короче говоря, учиться уходить от его основной атаки. Хреново, что вот этот топор, его ничем не забафать. Ни смолой, ничего. Ни хрена ты не сделаешь. Но у него есть волшебный удар. Вот такое вот. Немножко магии тратит. Но я думаю, если босса вот этого поймать на удар, то в принципе он отгрызет у него такое же часть здоровья, что я бы и так ударил. Но это может помочь в принципе во время того, как ты делаешь анимацию молниями. Возможно, ты типа ловишь неуязвимость. Но моя теория может быть неверна. Но это, кстати, можно попробовать. Да, просто даже до босса добраться не дают. «16 рыцарей за тобой несется просто. Капец. Это весело. Давай, иди там, говнюк. Тихо. Хоть на выпад не налетел. Ага. И он, короче, вторым ударом тебе сшибает стамину. Тут надо очень внимательно от него кувыркаться. Так, у меня есть время. Да. Понятно. Просто он херачит со всех сторон тебя. Это странно. Ну нет, это не странно. Это все в духе, короче говоря, Dark Souls, когда тебя дамажит просто все. Короче, у него проблема жесткая будет с портами. Он портуется просто тебе за спину и сшибает у тебя стамину. Так мощно. Аж кадры стрима проседают. Проседают кадры? Давай мы, знаешь, что тогда сделаем? Пум-пум-пум. У меня, короче, можно разрешение поменять. Подожди. Давай на высокое вот так вот поставим. Попробуем просто. Если что, придется разрешение в игре поменять. Я почему-то ставил меньше, короче. Она как-то само по себе переключилась. Я не знаю, что у них там творится с игрой вообще. Серваки до сих пор, кстати, не работают. Уже сколько дней? 5 прошло? 4? Серваки так и не пашут. Так что, если сейчас кого-то призывать, то при всем желании я не смогу. Ну да. Короче, для начала надо хотя бы научиться добегать до него без урона. Бля, ну это капец. Где он окажется? Понятно. Рядом с тобой и, как правило, за спиной.
Вот сейчас бы магом, да? Вот прямо в лоб ему захреначить. Было бы здорово. Но нет. Мы же не ищем легких путей. МР.Тостер. Магом не считается. Да, магом не считается. Так, отойдем, отойдем. Бля. Отойти даже не дает. Он одним ударом вышибает у тебя стамины половину, вторым ударом вышибает все, стамину до конца, и пробивает то, что у тебя осталось по здоровью. Это будет, короче, это будет эпичная битва. И надолго, походу. Кстати, смотрел его, даже этого босса можно заглючить. Я не знаю, правда, в какой версии игры. Может быть, даже в этой. У Тостера биполярка. Не считается, но считается. Ничего. И его тоже вылечит. Там нужно, короче говоря, я смотрел на видос, там, где его можно заглючить. Стоишь за колонной, и он тебя типа не видит, двигаться перестает. И ты должен типа по спине ему шмалять стрелой, и ему прилетает урон. А он тебя не видит. Урон получает, но делать ничего не хочет. Такие дела. МР.Тостер. Да, я такой не очень нормальный. Среднестатистической. Да, я еще пытался, конечно, всю эту свору просто убивать. Бред какой. Их просто очень много. Так, ну давай. Какой там? Серега, считай, какой трай у нас? 3, по-моему. Да, заебись, откилился. Но, кстати, по-моему, он не ломает колонны. Вот я не знаю, лупит ли он через них. Нет, слушай. Да, он лупит через них. Все нормально. Ну что я надеялся вообще? В Dark Souls от босса спрятаться? Ну конечно. Да, охуенно. Ты бежишь вперед, чтобы хоть немножко бахнуть Эстуса, и он тут же у тебя прям перед мордой появляется и прокалывает тебя как свинью. Шикарно. А если бы я еще полстрима потратил на изучение вот этой всей локации, когда нового босса, наверное, практически бы не увидели сегодня. Я же не ошибаюсь, боссы самое интересное. Хрен с ним, с локами. Так-то. Кстати, что, ребят, стрим лагает, не? Да. Тут вообще останавливаться нельзя. Тебя вражеские пики тут же настигают. Есть, так сказать, буквально, по-моему, 2-3 места по правой стороне, если бежать, где ты можешь воздуха хапнуть. Evil Гаоси. Вроде нормально. Иногда есть просадки, но они не мешают. Угу. Но у меня так-то, в принципе, трансляция все ровненько идет.
так сказать, без потерь. МР. Тостер. Страдание лишь только оно приносит нам удовольствие. Да. Боль наша все. Тихо, 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 тихо. Не дотянулся. Нормально. Опа. Опа. Наказал он меня. Кстати, я смотрю, то, что тут с каждым боссом все это, все более банальной тактика становится. Беги и уворачивайся, и все, и никто ничего не может тебе конкретно классное что-нибудь, движуху подсказать. Ну, типа, выживай как хочешь. О, ништяк, я ушел от этой атаки. Первый раз. Сейчас брательник будет. Опа, поехали, вторая фаза. Давай, залезай к нему на гор. Будем разговаривать. О, дорогой брат. Я уже в пути. На телку похож. Брат мой, несгибаемый клинок принца Лотрика. Соси ему еще. Встань, если сможешь. Ибо это наше проклятие. Ирил Гаоси. А че он на карачках был? Полымыл, а ты его отвлекаешь? На горок поставили, просто он уже привык так стоять. Так, теперь задача вот этого на спине клоуна замочить, потому что он его отхиливает. Ну, я не знаю. Он сейчас еще будет более бешеный. Поздравляю. Ага. Только повернулся. Хлоп тебе сразу подачки. Подачки-то прилетели. Ага. Красота. Ну, я хотя бы вторую фазу посмотрю. Спасибо, Хидетака. Ты лучший. Я даже вот сюда умудрился пару раз улететь, потому что забыл рычаг дебильный это дернуть. Я у мамы гений. Короче, проблема не напихать ему как можно больше. Проблема просто выжить под его натиском. Потому что топорик-то неплохо отшибает меня. Он заточен у меня на +5, это типа максималка. То, что я снял шапку и перчатки, это в принципе ерунда. Ничего не прям такого мне не приносит. Надо же, меня никто не поранул. Господи Иисусе. Праздник, походу. Типа масленица какой-то. Ах, мать, давай. Да, ровно по удару. Бацаешь ему. На остальное у тебя вариантов нет. Пидорас. Но он мне сейчас даже встать не дал. Анимация подъема слишком долгая. По-моему, такая же, как и отхил. Прикольно, я пожил целых 3 секунды на нем.
Но вообще, не считая DLC, это типа по логике вещей. Это предпоследний босс. Но я заведомо пропустил еще, по-моему, 3. Мне пушка с них нужна. Вот в чем головная боль. Потому что пуха у них клевая. Осталось только расковырять этого демона. Не, ну слушай, я уже... 83. А во какой у тебя притча смерть клопами мухам привет? Здорово, Макс 83. Да, я таким топором нормально шинковать клопов и мух, конечно, но у меня это не очень эффективно выходит. Я вон, видишь, клопа этого ковыряю. За полчаса только до 2 фазы дошел. Я вот что думаю, может попробовать в другую тупо сторону и бежать от нее. О, он встал, ну ни хрена себе. Серьезно. Да. А я лег. Поздравляем, ба. Он когда портуется, у тебя часто сбивается камера. Ты не можешь на нем сфокусироваться, и это занимает тоже какое-то время. А так как он прессует все время, беспощадно и с маленькими окнами, то это прям жоподерка. Макс 83. Я с истусами до пика древних драконов дошел, пока помер 15 раз. До пика древних драконов. Я, кстати, там еще не был. Я, по-моему, на каждой локации раз 15 подыхал. Да даже больше. Мне он этот, как его, даже те же самые великие архивы пока проходил. Макс 83. Много раз Всего умер. 15 раз за всю игру. Круто. Я даже до босса, видишь, безуродно добегать не могу. Все, сразу же, тупо пока идешь до босса, минус 2 фляги. Ништяк. Макс 83. Эта лока будет после этой локи. Короче, походу я только таким образом могу себе пару секунд выиграть на отхил. Вот в сторону вообще кувыркнулся. Где он? Понятно. Здорово. Ну, классно. Долбанул. Молодец. Где он? Не вижу. Угу. Моя падла. Не вовремя. Ах ты гнида сраная. Я пока вставал, он меня добил просто.
колено локтевой, урод. Какой-то уже 6-й, 5-й трай. Если не больше, да? Топорик чем-то на открывашку Макс похож. 83. Цистуса кулаки демона можешь заценить, они парные быстрые, можно играть с двух рук, можно бить одной рукой из-под щита, многих боссов просто разрывает. Ну, я уже не буду с этими цестусами заморачиваться. Потому что их качать и только хрен знает сколько. Смысл их непрокачанными одевать. К тому же я играю от щита. И я смотрю, что этот босс прям приветствует наличие щита в любом случае. К тому же, если ты использовал за всю игру 15 фляг, то тебе вообще такие вещи, как щит, по-моему, не нужны. Я пока без этого обходиться не могу. Ладно, он прям во мне появился. Сучонок. Самурай класса. Никаких цистусов. Кинжалы разбойника парни. Вот настоящая им. Плюс Ну, лайф вот как видишь. дополнительная сеть. Короче, сколько людей, столько и мнений. Макс 83. Смысл просто заценить, попробовать Блять. всех, если понравится, то тогда будем думать, скачать или нет. Никакие цестусы, кинжалы разбойника парные, вот настоящая имба. Плюс дают подкат как дополнительный сейф. Смысл просто заценить, попробовать мувсет. Если понравится, то тогда будем думать, качать или нет. Но я уже подумал, я не буду качать. Как бы цестусы, ну это, знаешь, сейчас зайдет третий чувак, он скажет, парные клинки и цестусы полная хуйня. Качайте, ребята, пироманта. Зайдет четвертый, скажет, пиромант говно. Качайте топор драконоборца. Зайдет шестой, скажет то, что меч черного рыцаря еще лучше. Короче говоря, по-моему, это уже на моей памяти 8-я пуха, которую мне рекомендуют и которая стопудовая имба. Короче, сколько людей, столько и мнений. Кому как удобнее. Ладно, я уж раз потратил кучу ресурсов на прокачку топора и вроде как более-менее... А вообще играть нужно с оружием для души. Вот именно. Надо просто то, что тебе удобно, то и играть. Кому-то нравятся одноручные мечи, кому-то топоры, кому-то косы, кинжалы. Кому как удобно. Каждый, как говорится, дрочит как хочет. Макс 83. Выбирать тебе наше дело, предложить твое отказаться. Да, я отказался. Мне и так пизды наваливает неплохо. Но, смею заметить, топор драконоборца хорошие куски отрывает. Надо только выучить этого товарища, чтобы вот так вот его подкрадываться и бить по жопе. Кстати, скоро должен какой-нибудь человек появиться. Сам первый раз стримился. Ее часть прохожу, и после первой решил себе не изменять. Проходить чисто кинжалом. Где-нибудь минут через 20, через 30 на стриме в чате должен появиться чувак, который скажет то, что он этого босса убил с первой попытки.
А потом кто-нибудь должен появиться, сказать то, что убил этого босса с завязанными глазами. Все классно. Давай, мужик. Вот два раза. Два раза. Оп-оп. Появляется он с брательником. Второй раз за сегодня я смотрю вторую фазу. Это классно. Я прям ликую. Давай скипываем этих ребят. Теперь надо думать, как действовать. Угу. Понятно. Только ты открываешь, и тебе его шарики добивают. Короче, скажем так, количество окон сократилось примерно вдвое. То есть до этого он постоянно, просто ты мог зайти ему за жопу, и у тебя было пару секунд на открытие щита и удар. Сейчас таких окон меньше. Здорово. Но я пожил больше, чем 2 секунды во второй фазе. Это класс. Это прогресс. На лицо, так сказать. Первую часть я прошел с этим, с алебардой. Алебарда темного рыцаря. Единственное, что у меня выпало, это алебарда темного рыцаря и щит вот такой же. А одет я был, по-моему, в броню Хаула. На, под конец уже. Уёбки сраные. Бля, надо как-то немножко по-другому, наверное, их оббегать. Пизда. Тут просто, если на секунду остановиться, то ты живым просто не доберешься до босса. Ебать, уроды. Пизда вообще. Это класс. Самурай класса. А из брони я себе не взял. Кстати, спасибо за подписку. Так, отходим. Ну его нахер. Стульчики мешают. Вот так. Угу. Вообще он бешеный. Ну и тут же он тебе камеру сбивает, и все, ты его, короче, не видишь. Блять, урод. Сет тени. А я, по-моему, даже такой не встречал. А может и видел сет тени. Не помню. Ну вот я сначала что-то в каких-то тряпках бегал, короче. Типа тряпки рыцаря или что-то такое. Потом в Анарлонду там переоделся. Это у меня был такой ближе к золотому какому-то сету. Ну такое себе. А в итоге потом прокачался на массу и броню Хавала таскал. Броня Хавала, алебарда и щит. Ну и все. Последние боссы, в принципе, вообще неплохо отлетали. По-моему, я финального босса завалил что-то на 3-й, что ли, попытке. Без проблем. По-моему, один из самых простых боссов. Классы. Он на ниндзя похож, такой с тераркой на голове. Нет, что-то я не могу припомнить. Как по мне, по-моему, в первой части самый сложный босс, это вот для меня показался зеленый демон, когда ты второй раз к нему приходишь в самой начальной локации. Но остальные как бы так. Конечно, не без сложностей. Но вот с ним я дольше всех, по-моему, просидел. А, еще к этому ложе хаоса очень долго бегал. Минут, наверное, 40 бегал. Ну там такой босс, ваншотящий.
Серьезно? Сразу это атака? Ты охренел, что ли? Ебись. Я даже удара не нанес. Класс. Он в жопе чумного города лежит. Чумной город, я, по-моему, вот какие-то вроде участки я не исследовал до конца. Я там побегал, посмотрел, что увидел, то собрал как бы. А прям вот жестко-жестко по этой Самурай жиже класс. бегать я не. Для меня Артериас и 4 короля. Арториас, кстати, я, по-моему, Арториаса что-то с 4-й или с 5-й попытки завалил. А 4 короля, блин, я забыл, как он выглядит. 4 короля. А, когда в темноте ты с ними рубишься. Угу. 4 короля у меня, по-моему, слегли где-то попытки, да тоже где-то с 5-й, по-моему. 5-й, может быть, с 7-й, где-то так вот. Не знаю, просто подвигаешь их, лупишь и все. Главное быстро их замочить, чтобы они друг друга не появлялись новые. Ну, ни хрена себе. Я 3-й раз добежал, не получив урона. Классы. Да, как в невесомости. Кинжалом их сложно задеть было. Ну, вот видишь, а с алебардой самое то. Подошел, ёбнул, ушел. Пидорас, блядь. Ты даже дойти не успеваешь, он тебя сразу же наваливает. Это как вообще? Утырок сраный. Вот так еще. Все, давай отходим. Отходим на отхил. Мы его в жопу. Тихо. Главное вообще не открываться ни на секунду просто. Прям кнопка со щитом, чтоб должна быть зажата вечно. Тихо. Все, отходим, отходим, отходим. Пидорас. Вот на секунду я даже кнопку до конца не отпустил, чтобы отхилиться. Колит и все тут, а? Гнида. Тарарадан, тарададан-тан, тарадарадарадан. Причем в первой части ты точно знаешь, какую пушку качать. Ну, типа, ты знаешь, какие пушки клевые. И хочешь качать, хочешь, конечно, подбирать для себя, какая нравится. Тут пушек больше, чем до хера, которые стоящие. Самурай классы. Мне тоже предстоит на выходных его шинковать. Сейчас архив прохожу. А я вне стрима. Ну, короче, в прошлый стрим я танцовщиту забодал и забодал драконоборца. Вот. И что-то после стрима думаю, дай-ка я посмотрю просто локацию, что за архив, что за беда тут. Вот. И как-то что-то увлекся, смотрю, время уже 2-й час ночи. Ну ладно, думаю, пройду локацию, шорткаты открою, чтобы пошустрее. Ну, сразу, так сказать, стрим следующий начать уже с прохождения босса. Ну вот как-то так это все произошло. 45 минут я уже с ним ебусь. Самурай классы. Правильно. Постоянно прессует, а? Ублюдок. Как-то иногда вот у него получается хорошо зайти за спину. Самурай классы. Блять. Доспехи драконоборца с 40 попытки убили.
А вот доспехи драконоборца у меня, по-моему, что-то... Тостер. Просто ходить вокруг него походу надо. Так он лупит, он сбивает тебе стамины и пробивает тебе щит. Просто так прям ходить не получится. Он же еще портуется. Он портуется, и надо к нему подходить, чтобы держать дистанцию. Он появляется, портуется за спиной тебя, колющими ударами тебе пробивает не только щит, но и спину. Учимся, как говорится. На скрихе драконоборца, короче, я, по-моему, на прошлом стриме что-то, ну, с 6-го, по-моему, раза завалил. Не самый сложный, но мозги, конечно, делает. Такой, как бы, босс. В принципе, я тут легких боссов, по-моему, кого можно назвать легким боссом? Самого первого, наверное, с которого ты меч вытаскиваешь. С первой попытки его завалил. Остальные, по-моему, второй, третий, минимум трай. Какие-то по 5 занимает, какие-то по 1,5 часа. Я вот с Йормом 1,5 часа сидел. Все не мог, блин, понять вот этот тайминг, когда зажигать надо этот меч, короче, который ему по башке лупит. Вот к Йорму только 1,5 часа носился. Сейчас здесь еще неизвестно сколько просижу, уже 47-я минута идет. Вон, видишь, что он делает? Как правило, он тебя за спиной хлоп, у тебя камера сбита. И все. Тебе надо повернуться к нему, включить камеру, поймать, так сказать, его в цель, чтобы возле него начать крутиться. Тогда ты только ему по жопе попадаешь. Вот у меня сейчас было какое-то окошко, но он меня типа перебил. Да, я не успел. Долгий замах. Блять. Да, и ты пока встаешь, он тебя добивает. На эту атаку вообще нельзя попадать. Вообще никак. Единственное, ты можешь на нее нарваться, если только он в другом углу зала. В любых других случаях ты покойник в 90%. Да даже в 99%. Потому что он тебя добивает, пока ты только встаешь. У тебя ХП активируется, как бы, то есть ты можешь принимать урон, но сам сделать ничего с этим не можешь. Это отлично, конечно, механика просто. Самурай классы. Два самых простых было для меня чемпион Гундир и Элдрик. Два босса, которых удалось с одного попытки убить. Просто восторг был у меня, учитывая, что с соусами я знаком с декабря прошлого года. Я с соусами знаком с сентября, по-моему, да? Или с ноября этого года. А, подожди, ну до Нового года я первую часть проходил, где-то сентябрь-октябрь, по-моему. Вот я с такого момента знаком с соусами. А Гундир. Я вот не помню, как он, что за Гундир. Я, может быть, даже к нему еще... Да, по-моему, я к Гундиру еще не ходил. Олдрик, я вот с Олдриком тоже парился где-то часа 2, если не больше. Ну, может быть, 2. Тоже он бешеный для меня какой-то показался. Непредсказуемый. Вся моя жизнь. 2 босса с первой попытки. Не, как пока чат читал, запутался нахрен в текстурах. И получил немножко по щам. Самурай класса. Ну недалеко от меня ушел. Гундир это первый, топ в мире тьмы. Может, я его завалил уже? Я не помню. Козлина, блять. Ну вот пиздец. 2 секунды я пожал. Отлично. Самурай классы. Но он вроде не обязательный. Но я буду всех проходить, и DLC тоже.
Че, я зря что ли бабки давал, платил за DLC. Придется ее осилить. Надеюсь, я успею все это дело закончить до конца февраля, чтобы уже перейти к Elden Ring. Хотелось бы как-нибудь ее ближе к дню релиза начать играть. Бля, заебись. Я чуть не упал. Самурай классы. Через сад, где Ацеройса убиваешь. А, вот, я туда еще не ходил. Асерос, Гундир и еще там какой-то третий босс. Я туда еще пока не сворачивал. Я прям пошел по ветке вот к этим вот двум клоунам. Самурай классы. У меня такие планы точно. Мне вот с этих двух гавриков пушка нужна. А потом я вернусь уже к Ацеросу, Гундиру и так далее. Пиздец, блядь, даже добежать не дают. Вы охуели, что ли? Это просто труба вообще. Даже до босса не добраться. Который тоже пизды дает. Просто сразу. И все. И заворачивайте. А, ну, тянуть не надо. Первый раз. Самурай классы. Хотел купить коллекционку Элдина, так уже все раскуплено, сука. А сколько стоит, кстати? Ну, просто любопытно. Я вот вообще как бы, ну, не покупаю никакие коллекционки. Так, чисто из любопытства, сколько стоит? Так, давай попробуем вот по этой стороне бежать. Угу, догоняет. Значит, где-то воздуха надо в другом месте хапать. Да ебаный пигмей, нахуй. Каждая гнида, блядь, резанет. Классы. 18к+. Без шлема 23к со шлемом. Да. Ценник, конечно, конский. 5000 за шлем. Стопудово не лучшего качества. Это для фанатов. Блять, ты дай себе по себе-то треснуть, ты урод. Блять, он душный пизда, короче. А так, когда тайминг попадаешь, его колупать самое то, конечно. Так, он со своей залупой. Да, но я не вижу смысла сейчас было хилиться, потому что... Вот если бы я отпрыгнуть смог, тогда можно было бы использовать Эсус. А так, не вижу смысла. Самурай классы. Но я без шлема хотел. Там статуэтка богини из трейлера крутецкая. Женщина со шлемом Валькирии. Забыл, как ее звать. Ну, я не знал, как... Я и не знал, как ее звать, но я понял, о ком ты говоришь. Видел там бабу. Так, ну полетели, полетели. Бам-бам-бам. Проскочили. Где-то примерно здесь, да, можно воздуха хапнуть. Потом летим на всех парах через этого рыцаря. Через этого. Ну да, как раз мне стамины хватает, чтобы их всех обогнуть. Короче, где-то внизу надо. Там, где с одних ступенек перескакиваешь на другие. Там нужно где-то воздуха хапать.
Опа, опа. А чё, блядь, не в меня? Вот, а я уже скучал, думаю. Чё это он меня не треснул прям на входе? Уебище. Так, все, отходим на хил. Блять. Пока за флягой тянулся, он просто портанулся за меня и ёбнул. Красота. Полфазы. Полфазы теперь сносится. Блин. Короче, я с ним надолго. Ладно, хоть бежать не очень далеко. А здесь он по левую сторону наверху души фармят. Со свиней крылатых. Я попробовал хотя бы одну убить. Раз 5, наверное, помер. Думал, пока это не очень хорошая затея. Так, ну вроде начинаю привыкать без потерь добегать до босса. Спасибо на этом. Так, он сейчас появится за мной. Да, и тут же ёбает. Короче, походу, не очень вариант от него уйти. Первые подачи. Угу. Короче, когда он бьет с размахом, где эта залупа? Я его не вижу, блять. Ну ладно, я хоть как-то ориентировался, так сказать, на него. В общем, надо поменьше стараться ему наваливать и ждать прям, когда он успокаивается. Вот так вот. Все остальное время просто ходить за ним. А то я прям пытаюсь ему напихивать, а он же еще лупит и лупит меня. Что ж, понятно. Типовое это дерьмо. Так, один хп. Давай сразу же вторую, сука, флягу. Угу. Ну, короче говоря, особо пока вроде поведение-то его не изменилось. Ну, крутится он. Ну и чё? Блять. А вот от этой залупы надо уходить. В общем, понятно. Ловим прямо окошки. Вот он замедляется на какие-то секунды, когда делает определенные удары. Иногда он наносит 2 удара подряд, иногда прям боковой он наносит и какое-то время ждет. Вот в этом окне надо бить. А когда он выпады делает, тоже надо бить. То есть в первой фазе прям окон я вижу то, что много. Главное не торопиться. И всегда, естественно, держать дистанцию. А то второй фазе пока не очень понятно, но в принципе тактика та же. Единственное, что у него магии чуть побольше добавляется.
mr.тостер. Буковина противоходе. Да, нужно ломать этот, как его. Валите. Да, блять. Странный лифт. Надо валить его на бок и ломать ему хуй. Это понятно, нет? А если тебя повалили на бок, то кусай за яйца. Так, нужно от кнопки отойти, а то сейчас мы так будем вечно кататься. Прям вот до такого рассвета, которого цвета у меня усы. Усики, пропуск в трусики. Так, давай, первых хлопчиков мы так пробегаем. Потом идут лесенки. Вот здесь на спуске хватаем воздуха. Топим дальше. Ну почти. Это надо тоже потренить. Как раз мне стамины да. Не совсем. Как раз стамины хватает почти вот до сюда добежать. Так, давай, учим этого товарища. Давай, раз, два, три. Не попал. Обходим. Окно. Долго закрывался. Угу. Короче, там секунды какие-то есть. Вот окно. Вот окно. Вот окно. Не успел. Блять. Короче, там меч делает определенный звук такой. Короче, как вспышка, короче говоря. И вот прям перед этой вспышкой надо за какую-то миллисекунду нажать кувырок. Причем в определенную сторону. Иначе это ваншотик. Как-то так. Только получится хорошенько уходить от этой атаки. Я думаю, первая фаза вообще без проблем будет закрываться. Насчет второй я пока не уверен. Там что-то шарики какие-то, там еще что-то какие-то штуки в тебя летят. Я так понимаю, надо ближний бой с ними вести, потому что они стопудово начнут дичать, когда ты далеко будешь отходить от них. Но надо смотреть на как далеко от них отходить, чтобы похилиться еще успевать. Ну и, соответственно, все фляжки надо экономить. Прям на первой фазе, чтобы желательно ни одной, конечно. Какая тишина гробовая. Чё за... Я больше к нему не интересен. О май гад. Так, сразу же бежим вперед. Нихуя. Опять пытался слишком много влить. Угу. Учимся уходить от атаки. Пока вот я не смогу нормально от нее кувыркаться, я покойник. Сразу же по сапатке дабл. Так вот. Ты только заходишь, он тебя сразу же лупит, он портуется тебе за спину и сразу с ударом. То есть он фактически еще, по-моему, даже появиться-то толком, как анимация не успел до конца. А ты уже урон получаешь, потому что он чуть ли не этот, не удар первый, короче говоря, тебе наносит, а потом уже все остальное появляется. Тут надо, короче говоря, либо перекат использовать. Прям в самом, ну, где вход, короче. Прям возле дверного проема.
Либо перекат, либо попробовать еще раз убежать. Я сейчас еще раз попробую прям бежать вперед с первых, так сказать, минут появления в этой комнате. Хуй знает, может прокатить. Хотя тут мобы-то, блин, такое непредсказуемое говно. То, что не всегда все проходит гладко. Так, ну окей. Добежал. Без потерь. Сразу же. Я вот прям зажимаю на бег. Догоняет все равно. Утырок. Окошечко. Вот так вот надо от этого хуеты уходить. Ага. Кстати, пару новых, по-моему, ударов появилось. Точнее, один точно. Я вот такой вот, когда он тебя подкидывает, не видел. Либо мне просто не доставалось, не знаю. Что-то новенькое. Кстати, хотел вот полюбопытствовать. Кого я могу призвать из этих? Из NPC. Другой мир. Торгнуться. Не то. Наверное, потому что ты в локалке, короче, лобаешь, и тебе даже NPC, по-моему, нельзя призвать. Ладно. Там же находились какие-то курвы в течение предыдущих прохождений, стримов там и так далее. Ты встречаешь NPC, они такие, я тебе помогу, только позови. А когда суть до дела, да, позвать некого. Я, конечно, не знаю, может быть, где-то здесь можно их призывать. Не то. Рыцарь, нет, вообще не то. Херня какая-то. Синий страж изгнал темного духа. Достер. На словах я Лев Толстой. Да. Какого-то изгнания, какого-то духа там. О чем они, блядь? Все, короче, перекаты. Перекат тут поможет. Слушай, ну получается потихонечку уходить от этой атаки основной. Это-то ладно. Выпады его меча не страшны. Против моего кумите. Тихо, поторопился. Вот так вот. Так, давай отойдем от него. Блять. Он постоянно тебя прессует и не дает лечиться. Давай, давай лечиться. Давай, давай лечиться. Где смотрели Маша и Медведь? Уёбок сраный.
Не, ну прическа, конечно, у меня вообще Очень убасанная жестко. просто. Не слава богу, бог миловал. Кстати, по поводу... Я часто слышал не слава богу, ну как бы все не слава богу. Я слышал то, что Бог миловал. Ты, по-моему, чувак соединил две пословицы или поговорки, получается, которые друг друга противоречат. Да, ну и не добежал я. Не добежал. Такие уроды вообще. Ну как? Как? Просто ты делаешь одно и то же. Ты делаешь одни и те же движения. В один раз они тебя не догоняют вообще, типа, и даже на тебя хуй забивают, просто поворачиваются и идут по своим делам. А в другой раз они просто каждый в тебя тыкнет, и ты его почти по конникам добегаешь до босса. Вот как? Это как вообще? Блять. Я что, на кнопку нажимал? Система лифтов-то, кстати, очень ёбнутая. Вот что в первой, что во второй. У тебя нет автоматических лифтов, знаешь, которые, ну, типа, имеют немножко интеллекта чуть выше плинтуса. Который ты просто, ну, ты подходишь, ты внизу, ты на первом этаже. Лифт должен быть там. Нет, он иногда наверху. И надо просто подождать. Сколько раз я уже из этой шляпы улетал просто вниз. Вот пиздец. Он тебе наносит 3 удара, при которых ты практически обездвижен. Ай. Давай, кувырок, второй, третий. Не догнал. Но теперь догнал. mr.toast. Лифт отнят закислю. Все. Я наконец-то отхилился. Причем он неплохо тебе дает времени на удар, но очень мало на отхил. Он тебя всегда на дистанции держит, блять. Затупил сам. Ну, вот как-то стандартненько я ему сношу как бы половину и все. Ну, по-моему, самая такая оптимальная тактика. Другой, как бы, не знаю, по-моему, и нету. Ну, типа, знаешь, там, тактика прятаться за колоннами, там, что-то еще делать. По-моему, щит, перекат и все. Больше тут. Ну, как и у всех боссов, в принципе. Стандартные все, по-моему, боссы, такое ощущение, то что они просто разные имеют окна. Ну, типа, разные схемы ударов, скажем так. А так стандартно, ты заходишь за боссу за жопу или за спину и бьешь его. Собрался. Разобрался. Собрался, разобрался, потом опять собрался. Потом опять разобрался. Кому надо, тот и разобрался. Как говорится, соберись и разбирайся. Главное быть самими собими. Как какая-то курва накрашенная сказала. В интернетах ваших. Надо, говорит, быть самими собими. Все, и никто меня не трогает, кроме вот этого. Давай, 2 переката. Раз, 2, 3. Тут, кстати, и 4-й был бы в пору, ну ладно.
Игорь есть. Привет. Привет, Игорь. Бля. Я, короче, отвлекся, и он у меня треснул, пока я вставал. Ну, в принципе, все. Как только ты налетаешь на этот луч, тебе труба. Тут гадалки не ходи. Он тебя просто на полу замочит, и все. Давай быстрее. Ну почему тут такой дурацкий геморрой с лифтами? Почему он не может быть внизу? Вот прям лифт находится там, где ты его оставил. Все. Дальше дергай рычаги. Ну зачем вот эта вот анимация просто? Я не знаю, там ничего. Время тянут, что ли? Чтобы игра была более тягомотная, я не знаю. На нервы действует, может быть. Но, насколько я понял, то что прям все DS-ки, что первая, что третья, ну, наверное, и вторая, прям уж очень любят, чтобы ты методично ходил по локации и всех вырезал. Спидранеры тут не очень этой игрой приветствуются, потому что ты за собой собираешь, как правило, паровоз. Который тебя обязательно догонит. Окошечко. Отходим. Самурай класса. В Elden Ring это исправлено. Да? Отлично. Еще один повод, так сказать, подождать игру. Самурай класса. Контрольная точка около босса или мини-босса. Так, все, я жадничаю, надо валить. А что насчет блока? Какого блока? Ты о чем? Я прям щит вот держу. Или ты о чем-то другом? I don't understand. Опа, окошечко по жопке, по сладенькой-то. Взял, падла, мне сейчас стамину сколотил и удрал. После этой атаки он дает тебе прям возможность большущую отхилиться, передохнуть, бахнуть самогонки детовской. Просто не увидел, что в блоке стоишь. Я щит вообще не отпускаю с этим уродом, потому что неизвестно, с какой стороны он нападет. Да. Рано теперь перекат использовал. Слишком рано. Я как раз крутанулся на луч. У меня анимация там закончилась. По-моему, тут такую фишку подрезали немножко. Ну, в тайминге. То, что ты во время переката имеешь, ну, неуязвимость. Первой, по-моему, такой херни не было. Первый, ты пока перекат у тебя не закончился, у тебя вроде, ну, какое-то время ты неуязвим. Но третья часть типа быстрее гораздо первой. Тупо динамичней. Это что-то, наверное, между Bloodborne и... Ну, я в Bloodborne немножко только играл. Буквально час-полтора. Это что-то вот между первым DS и Bloodborne по скорости. Самурай классы. Кольцо есть для переката. Да, но тут... там, короче, с кольцами вообще как-то не очень все хорошо. Я там выставил себе определенные кольца, которые вот прям для этого меча, ну, для этого топора хорошо подходят. Ну и мне нормально жизнь восстанавливают с выносливостью. Сейчас, если что-то
на что-то менять, я просто просяду в каком-нибудь эквиваленте, скажем так. Поэтому просто нужно научиться уходить от луча. Пока все. Пока это задача номер один. Так-то он ковыряется потихонечку, но ковыряется. Не успел. Теперь не успел. Теперь слишком поздно прожал. Вот как только я научусь от этого луча уходить, я думаю, первая фаза будет закрываться хорошо. Потом будем мудохаться со второй, чё. Поздравлямба. Он так просто меч свой не отдаст. Но, что забавно, то что во второй фазе ты можешь, так как он у него на спине сидит, ты можешь во второй фазе прямо ему по горбу бить, как бы, и ты сразу двоим боссам наносишь урон. Это хорошо. Это прямо здорово. Но минус в том, то, что у нас сидящий на спине маг отхиливает хера с мечом. Так что пока маг не сдохнет, этот будет жить тоже. Давай, по краешку, по краешку. Ну вот так вот. Два переката. Раз, два. Не успел. Надо идти как-то два переката, делать в тот момент, когда он исчезает. Но знать бы в какую секунду. Вот, кстати, пока он делает прямые такие уколы, самая тема взять и отхилиться. Это у него много времени занимает. По жопке. Вот так. Этот босс, кстати, он уязвим к молниям. Если я забыл сказать. Блять. Я в стульях запутался. Но мне повезло. Конкретно повезло. По жопке. Вот так. И еще по жопке. Принимайте. Так. Самурай класса. Еще на матч пушку с новой с молниями у него 20%. Резистат молнии. Блять, а на секунду. Ну опять. Говно это. Намажь пушку смолой с молниями. У него 20% резиста от молнии. Топор драконоборца нельзя намазать вообще ничем. Нельзя его никак забафать, потому что это у нас типа оружие богов или что-то вот в этом роде. Типа, ну, знаешь, некоторые пушки нельзя, типа меч иритильский, нельзя ничего сделать с ним. Потому что, ну, максимум плюс 5, как бы, и он уже магический. Так-то у этой пушки тоже есть удар молнией. Кстати, можно просто ради забавы попробовать треснуть этому пидору. Самурай класса. Ни хрена. Надо попробовать сейчас этому пидору молнией треснуть. Ну так чисто. В порядке бреда. Просто посмотрите, сколько это дело у него снесет. Если бы мне скилла хватало, можно было бы вообще типа топор в две руки зажать и пробовать так его лупить. Потому что топор-то на самом деле он для этого двуручного хвата. Но такой с меня Dark Souls. Так,
Так, давай. Раз, два, Самурай три. лазер. Гранаты с молнием. У меня таких нету. Ну-ка. 700 у него сняло. И по жопке. Не то? Почти. Но он добьет. Да. Ну, в принципе, вот, ну, такой, вот маленький у меня был шанс от второй подачи уйти. Не знаю, правда, в какую сторону, если бы я крутанулся, но, по-моему, какие-то были небольшие шансы. 7 соток у него снимает этот заряженный удар. И если я правильно понимаю, во время анимации нанесения этого удара я типа неуязвим. Так что имеет место быть припасать этот удар прямо на вторую фазу. Возможно. Ну, если совсем труба МР. и так далее. Пора бы прыгать не в бок, а на него в момент этого удара. Когда он лупит вот этим лучом, МР. Тостер. Где-то видел такой обуз. когда он лучом лупит желтым. МР. Тостер. Но не на этом боссе. А у всех боссов разные вот эти хитбоксы. Ты чё? Не, так не получится. МР. Тостер. Да. Если прокатило на одном, то не факт, что на другом прокатит. Одному ты кувыркаешься прям в рожу, он тебе ничего не делает. На втором так попробуешь, и тебе сразу же ваншот. МР. Тостер. Ну попробуй, Ну, хорошо, хорошо. Давай попробуй. Просто, ну, надо все испробовать. И подобрать для себя конкретно удобную тактику. МР. Тостер. Чего тебе делать? Главное, не забудь это сделать. Нет, у меня не получилось. Я как-то в сторону это сделал. Но у меня вот тут вполне сейчас полно времени, чтобы взять и отхилиться, допустим. Ну так, в сторонку уходишь. Ну почти. Вот, ну, вроде как в его сторону сейчас кувыркнулся, но я не знаю, эта атака очень как бы какая-то она очень широкая, я не знаю. Тебя в любом практически случае задевает. Тут надо тайминг ловить, чтобы просто хотя бы хоть куда-то перекат сделать. Если какие-то секунды совпадают с секундами нанесения удара, то все. Он как по площади бьет, только лучом. И этот луч обязательно направлен в ту сторону. Тут к гадалке не ходи. Давай сейчас этот разок попробуем. И перекур на 3 минутки. Это что-то у меня подгорает от этого мужчины уже. МР. Тостер. Может, оружку побыстрее. А то я смотрю, когда ты рядом с ним, он так не бьет. Ну, видишь, оружку побыстрее она и сносить будет меньше. В данный момент у меня типа сейчас самое мощное оружие в игре. Из двуручных. Заточенное максимально и так далее. Если я переодену какую-нибудь другую пуху, то мне в 2 раза дольше Самурай придется лазер. эту ковырять. Перекур надо, да? Жопку нужно держать в холоде. Блять. Я сейчас вообще каким-то чудом просто под этот луч не попал. Я не знаю как.
Так, отходим, отходим. Блять, доебал. Да, держи, как говорится, ноги, желудок в голоде, жопу в холоде, а ноги всегда в тепле. Давайте, ребят, перекур. Сейчас подойду. Продолжаем умирать. Вспомнился тот чувак, один попался. У него где-то там стримы идут туда-сюда. Короче, он стримит Sekiro Shadow Die Twice. Он взял, короче, на артмане ее взломал. Заморозил себе полоску хп. И люди к нему заходят, типа, бля, клево играешь. Всем привет. Здорово, Егорыч. И люди ему там говорят, типа, бля, пиздато играешь, там вся херня. И я так про себя думаю. Им настолько похер, с чем он занимается, что они даже не видят, насколько он читерит. Либо у них внимательность просто на уровне хлебушка. Ну, тут вариантов два. Скорее всего, я придерживаюсь первого. mr.тостер. Sekiro арт манькой. Жесть. Да. Вот гнида. Нахуй ты меня достанешь? Опа, по жопоньке. Как тебе? Ну, и мне тоже прилетело неплохо. Так, давай. Слушай, ну если в этот момент недалеко от него находиться, то тебе не так жестко по щам прилетает. В принципе, как вариант. Разошелся. Мамке своей укол такой сделай. Блять.
Уебок. По-моему, слишком поздно я сейчас. Я не знаю. Либо слишком рано, либо слишком поздно. Не суть. Один хуй я покойник оказался. О, да, нет. Мне аж показалось, что у меня лифт ждет меня. Но нет. mr.тостер. Не надо прям на него бежать. По идее, надо в сторону прыгать. Вот в сторону скачешь, по-моему, ну, главное просто вот прям момент этот знать. Чувствовать его поджилками. Механически от него уходить. Тогда будет бенч. Тогда количество просранных моментов увеличится. Мочи. Стараюсь. mr.тостер. Надо прям на него бежать. Так а зачем? Ты же на него бежишь, он тебя лучом заденет в любом случае. Я думаю, знаешь что? Мне, короче, повезло, потому что я как-то в сторону от этого луча вот так вот резко ушел, и тупо анимация не сработала. Ну, знаешь, такие нюансы в ДС-ке бывают. Типа босс, когда случайно тебя почему-то он тебя не задевает по какой-то, неизвестной всем причине. Хотя... Дарья Кононенко. Привет, давно не заходила. Почему тебя не... Привет, Дарья. Почему меня не видно? Антона. У меня сдохла веб-камера. Блять. Лучи добра. Федор Бабушкин. Спасибо за набор букв. Ты достучался до моего сердца. mr.тостер. Есть подозрение, что возле него круг безопасности есть прямо рядом с ним. Думаешь? Блин, ну я не знаю, я всегда вот во время этой атаки лучевой, как Егорыч выразился, лучи по носам. Короче, вот в этой вот атаке я часто нахожусь далеко от него. И прям до него добежать иногда просто нет возможности. Такие дела. По-моему, все-таки оптимальной в сторону надо уходить. Конечно, и так попробуем. Но давай, короче, действовать по возможности. mr.тостер. Прям надо бежать бегом. Я понимаю, но не забывай то, что у меня бег расходует стамину. А после вот этой вот лучевой атаки поноса он еще наносит 3 удара, которые добьют мою защиту. Щита. Так что тут можно... Если не от этой атаки, допустим, тебе повезло и ты ушел, то от следующих 2 подач ты просто можешь не уйти. Я думаю, тоже это надо учитывать. mr.тостер. А его удар ваншот. Пока ваншотящий удар я заметил только вот лучевой вот этот. Вот такой. Вот видишь, что делает? Он только появляется в одном месте, сразу же оказывается в другом. Блять, и допить не дал. Не учила его мамаша, то что не мешай людям, когда пьют. Давай отхилимся. Ну его нахер. Блять. По-моему, поздно сейчас кувыркнулся.
Здесь, наверное, бесит не сколько сам босс, больше, чем, наверное, чем этот лифт дурацкий и куча народу, пока ты до него бежишь. Так-то пока вроде от босса не особо горит. Вполне предсказуемо. Каждая гнида пытается тебя кольнуть, куснуть, схватить за жопу. Так, давай-ка мы, наверное, да? А, нет, подожди. Да. Теперь слишком поздно. Задолбал он с этой атакой, честное слово. Понять бы тайминг, когда вот именно кувыркаться. То ли перед этим вот звуком таким писклявым, то ли когда у него загорается ярче меч. Но это только чисто проб и ошибок. А может еще раз 20 сбегаю и научусь кувыркаться. Пидоры какие, а? Просто каждый. Да ёб твою мать, ну не получается что-то вообще. Хотя я довольно-таки близко к нему сейчас был. Не знаю, то ли слишком быстро я это делаю, то ли слишком медленно. Пока не понять. Вот как только пойму. По идее, мои мучения должны хоть немножко поменьше сбавить обороты, скажем так. Давайте, сраный лифт, а. Я думаю, что у Хидетаки была какая-то, я не знаю, мания на лифты и лестницы. Потому что вот очень долго все эти анимации прям проигрываются. Везде есть лифты. В каждой игре. Везде есть лестницы. Ступенек, кстати, частенько много встречается. Прям большие длинные лестницы. Интересно, есть какой-нибудь такой в психиатрии диагноз, когда чувак просто, ну, помешан вот на лестницах, на перекладинах каких-нибудь, на лифтах.
Я даже не исключаю тот тезис, то, что Хидетаку изнасиловали где-нибудь в лифте. И поэтому у него, короче говоря, мания такая на это дело. Да ёб твою мать. То ли в колонну сейчас уперся, то ли еще куда-то. Ирил Гаоси. Лифты ёб. Наоборот. Наверное, что-то с ним в лифте произошло. mr.тостер. Дэнион просто больной был. Ок, и все, он от рождения такой. Ну, не исключено то, что что-то с ним произошло, допустим, какие-то детские травмы, которые понесли потом в дальнейшем для создания игр какие-то вот определенные детали, типа взять, подойти сзади животного какого-нибудь, всунуть ему кинжал в жопу. Такое встречается, по-моему, везде в Dark Souls. По-моему, даже и в Bloodborne. Именно бэкстебы, когда животным ты наносишь. Типа свинкам каким-нибудь. Каракатицам, там, мидиям. Такое. И вот постоянно покатушки на лифтах, забирание на какие-то лестницы, спускание с лестниц. Я вот не знаю, просто это к фобии отнести или к мании. Заебал портоваться, вот честное слово. Вот так в сторонку надо уходить. И ты тогда четенько кувыркаешься прям. Блять, стульчики ебучие. Давай, Глумок, иди сюда. Долго замах идет. Так, давай, наверное, похилимся. Что-то с половиной здоровья не очень хочется к нему лезть. Вплотную. Он и так что-то и так слишком часто на этом трае меня через щит лупит. Пробивает прям, смотри, гнида какая. Может, вы что-нибудь накрутили? Через артмани, блядь. Странно, но я дотянулся. Получай, машин гранату. Давайте. Иди-ка сюда. Так, пока шарики все не пройдут, нехер даже пытаться его атаковать. Ну, я отойти не успел. Я то ли застрял там, то ли что-то такое. Он меня просто заспамил ударами и все. Но целый удар ему бахнул по спине. Круто. Я горжусь собой. Сейчас, глядишь, еще плюс 20 траев, короче, и я смогу ему бахнуть 2 удара. Ну или 1,5. Играл бы за мага, просто я мог взять там, стоять в углу комнаты и его тапками закидывать и все. И всех дел.
принципе, ну вот особо неохота во вторую часть играть. Но есть небольшой резон попробовать вторую часть прям за мага пройти. Ну и посмотреть, насколько это проще. Тупо сравнить, знаешь. Достал. Блять. Ну он же портуется тебе за спину. Гнида. Но я ушел от атаки второй, ну, когда я умудрился подняться, уйти от атаки, и вот на тебя. И он все равно меня, сука, добил. Ай, да. Круто, чё. Кстати, у меня фляга с Эсусом плюс 10. Я уже хилюсь как Иисус вообще. Ёбушки, воробушки, я без урона добежал. Красота. Блять. Потратил время на то, чтобы включить его, ну, таргет на него навести. И не успел вернуться. Красота.
Надо же, я даже станить его умею. Бля. Ладно, это был экспериментальный забег. Я хотя бы понял то, что я, ну, по 2 даже иногда успеваю удара наносить. Чуть пошустрее он будет отваливаться в первой фазе. Я вот о чем. Плюс у меня еще немного станет его, если я 3-й раз его ударю. Может быть, поможет. mr.тостер. Вот стоило заткнуться и пошло дело. Возможно. Давай попробуем еще раз заткнуться. Сейчас я тут только добегу. Да, не пошло дело. Что-то как-то вообще не пошло. Я еле добежал просто до него. Ёб твою мать. Я наткнулся на второй кувырок. Цестус — оружие кулачного бойца. Кожаные ремни покрыты железными заклепками. Цестусы можно надеть на руки. Такое. Охуенная идея. Хотя босс магии в основном лупит. Одевать оружие еще, которое еще больше сокращает дистанцию своего удара. Нас не догонят. Нас не догонят. Ну, я чисто на мужика, конечно, ломанулся. Странно, но ушел. Бля. Ну, потому что не в попад я лупил его. Все-таки, наверное, лучше придерживаться того момента, что треснуть один раз и держаться. Держаться до последнего. Потом еще раз в окошко долбануть. Потому что начинаешь ему напихивать, он лупит тебе в ответ. Как правило, он-то попадает явно. А ты не факт. На больших окнах, в принципе, можно 2 раза ему щелкнуть.
Но, кстати, смею заметить то, что все-таки небольшой прогресс есть. Я хотя бы примерно в 80% случаев умудряюсь уходить от этой вот ваншотящей атаки. Уроды, блядь. Опять все покоцали. Всю жопу мне измочалили. Вон что, от плаща осталось. Спамит, а гнида какая. Сука, допить не дал. Да ёб твою мать, ну вообще не дает хилиться. Ты смотри, сука, какая. Ебанутый. Все, иди ходи туда, блять. Он не дает допивать просто. Пошел в очко. Живем, живем. Главное, мой удар по нему прошел. Точнее, его удар по мне прошел. А мой хуй. Блять, утырок. Бля, ну только открылся. Я долго-долго ждал. Я долго-долго ждал окна. Но стоило на секунду просто отпустить щит, и тут же мне влетел урон, который меня сваншотил. Отлично. Ну, хотя бы я подольше немножко пожил на фазе, на второй. Да дергает это говно. Если до второй фазы доживу, попробую на ней молниями его треснуть.
Блять. Сейчас я вообще ничего сделать не успел. Кстати, там трай, интересно, сколько я уже потратил? 20, наверное, да, это забег? 20 где-то, может 30 уже. mr.тостер. Е. Точка с запятой. Переключи. в CF. mr.тостер. Уже 2 часа. Да. Да ёб твою мать, ну не получается никак, а? Добежать до него занимает минуты 3. Пожить рядом с ним занимает минута. Ну давай ты быстрее, ну блять. 10 тысяч лет едет. Я прям слышу, как они за спиной у меня свои кинжалы натачивают, захерачивают магией и все такое. Бля, ну это что-то отстой вообще. Пиздец, что. Это он очень быстро портуется. Прям вообще не дает себя ударить. Какие-то коротенькие окна у нее. Пизда. Блять. Начал пить как раз во время укола. Охуенно. Как же бесит эта гнида. Сейчас что-то он прям вообще очень борзо начал портоваться и лупить. Прям вообще продыху не дает.
Такое ощущение, что ему скорости добавили. МР.Тостер. Возьми другую пушку побыстрее. Ну, так понимаешь, другой пушкой я буду ему наносить просто, ну, и мне нужно вместо одного удара делать, придется два. МР.Тостер. Вангую попрет. Мне вместо одного удара придется два наносить, понимаешь? А буду сносить такое же количество. Стамина-то тоже не резиновая. А он мне так ее сшибает постоянно, потому что он прессует. МР.Тостер. Вангую, ща все будет. Прям на меня, сука, портанул. МР.Тостер. Угу. Сбоку на кортике норм будет, бери 100 пудов. Короче, за колоннами от него прятаться от этого луча тоже не вариант. Я испробовал. Ты говоришь, вот пушку. Ну, а что я могу тоже тут взять-то, по идее? У меня кроме двуручек-то ничего не прокачано. Ну, допустим, такую я возьму. Допустим. Она ближе к одноручке. Сейчас будешь увидишь, насколько я буду меньше у него отрезать. Просто если, ну, как бы даже если грешить на перегруз, то я стопудово не перегружен. Катается он у меня нормас. МР.Тостер. А фланберг намазать можно. Можно. МР.Тостер. Ну давай, специально. Блять. Пока мазал нахуй, мне ёбнули по спине. Пока мазал, охуенно, блять. Пизда вообще, вы что, издеваетесь нахуй? Прям через туман не ёбнули, чтобы я, блять, еще одну подачу от этого пидора еще сверху получил. Вообще охуенно. Намазал, блять. Пока мазал, меня одна гнида догнала, потом второй еще дважды долбанули. Отлично. 3 удара. Моя жизнь. Жизнь. Так, давай тогда вот отсюда мазать. Хотя бы. Ну, это пиздец, конечно, вообще. Я просто дико в ахуе, когда они начинают тебя через туман лупасить, и тут же босс подлетает и тебя добивает. Вот так вообще. МР.Тостер. Намазь сейчас. Ивил Гаоси. Как окэмба. Да это дебилизм какой-то вообще. Главное, ты через этот туман ничего сделать не можешь, а тебя ебашат. Ну это как вообще? В какие-то ворота лезет, так сказать. Вот, как Рейден заряжен молнией. Я сама ночь.
Меня никто не догонит. mr.тостер. Кука полыхает аж через экран жарко. А, заебись, она закончила полыхать. Я не знаю, сколько времени и надо. Да, блять. Классы. В туманные ворота. Это пиздец. Опять меня долбанули, пока эту пушку мазал сраную. Да соси ты хуй. Блять. Я когда-нибудь поживу больше 2 секунд, чтобы хотя бы раз ему дред ударить, на. Это пиздец вообще. Я не гинеколог, но это пизда. Какой-то трешак просто. Тебя лупят, блять, через двери. Ты не добегаешь до босса, ты уже почти покойник. Наци. Возьми в 2 руки и ебашь. Нет, так еще хуже. Мне хоть как-то Самурай щит класс. помогает Это пожить. еще не полыхает. Я на драконобор ценец шкники швырнул с психа в балкон. Полет шмеля не выдержали. Да, иногда очень хочется захуйнуть гаджетом в экран. Ну, типа геймпада. Но тогда придется новый телек брать и геймпад. Ну, хотя бы телек. Жалко, бля. Поэтому надо выдыхать регулярно от этих пидоров. Ну это пиздец. Серьезно, вот нахуя столько мобов сюда? Надо было, блять, понатыкать, уебаный, вонючий. Сука, как бы хотелось их сейчас переебать, а. Давай, маш свое говно, блять. Ну да, он быстрее меня переебет. Да, я даже добегать перестал, короче. Охуеть. Давай, блядь, жри свое говно. Ну вот. 200 урона заряженной молнией. Там я за удар по 400 сшибаю. Вот и представь. Сколько мне эту мразь надо колупать. У меня просто Эстос закончится быстрее. Блять. Пожадничал. 6 хилок осталось. Допустим. Ну, ёпта. Я просто подох еще на земле. Очень долго ковырять его приходится с этой штукой. Ну, не знаю, давай еще разок попробуем. Прям чтобы со смолой, с фанфарами, кардебалетом, может быть, даже медведями. Но тут внизу мазать ее смысла нету. Надо какую-то секунду там выиграть.
Наверху прям. mr.тостер. Ну зато вроде от луча отпрыгиваешь. Так я вроде как от этого, ну, до этого отпрыгивал, не? Или у меня типа... Самурай классы. Ох, чую в субботу гореть буду на нем тоже. Может быть, этот как он. Может быть, у меня типа дальность прыжка, блядь, увеличилась. Но я что-то не знаю, я очень сомневаюсь в этом. Ну, давай еще попробуем. В субботу, говоришь, гореть будешь. А сегодня что, какой день недели-то? Среда, по-моему, да? Да, среда. Самурай классы. На дно. На всякий случай к столу прикрутить, чтобы не улетел. mr.тостер. Нет, он тебя шатал каждый раз, а ща вроде чё минус. Кто Блять. Но мне не дают времени на безымном эти короле сраные гореть пидоры будешь. просто смазать. mr.тостер. Среда. Самурай классы. Угу. Сучий сын, а? Да. Надо, ну вот на всякий случай к столу прикрутить, чтобы не Самурай улетел. классы. О, безымянный король, да это мне кажется вообще... Главное бомба. не на этот, как его. Главное не на саморезы насквозь приебаши. Он тебя шатал каждый раз, сейчас вроде что-то похожее. На безымянном короле гореть будешь? Придется, но я думаю, на каждом боссе буду гореть. Игрок-то с меня такой себе. Плохо получается. Куча попыток тратишь, горение больше. Скажем так, температура горения выше. Безымянный король. Ну не знаю, я его еще не видел. Я понял то, что там мужик на петухе такой бегает. Самурай классы. Кстати, скушал бы. А нахрена, чтобы сдохнуть через 2 секунды. Минус уголь, плюс попытка. Самурай классы. ХП побольше будет. На 2 сантиметра. Все равно он меня ваншотит. Вот в чем проблема. Если бы мне там пару ударов его не хватало, чтобы пожить подольше, тогда понимаю. А так-то что? Я просто уголь сейчас проебу весь. Пока туда-сюда бегаю, вот и все. Я вон уже эти, блядь, молнии-то проебываю. Просто потому, что я не могу убежать от этих уродов нормально. Они не дают мне нормально пуху смазать. Блять, вот. Это же анимация ебаная должна проиграться. Просто чтобы, блядь, он встал и натер свое говно другим говном. Тупое говно тупого говна. Где этот залупыш? Ай, блядь, я забыл, сколько у меня жизни осталось. Точно, надо же сейчас смотреть на ХП-полосочку, блядь, свою, а не только на чужую. Уебаны. Самурай классы. Ну, уголь на рыцарях лотрик около танцовщицы можно пофармить за кадром. Да можно просто бабок нафармить и пойти докупить. Карусель, карусель, кто съебал, тот успел. Прокатись на нашей карусели. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. mr.тостер. Пред мостом матч. Ну да. Самурай классы.
Капец ты спокойный. Я бы уже орал с этого босса так, что через улицу слышно было бы. Ну. Тогда могут и это, как его, дурдом какой-нибудь вызвать. Да не, на самом деле, я прям никогда с игр не верещу. Мне вполне хватает сдержанности. Чтобы там геймпадами не швыряться, истерить. Нац. Я сейчас на Медире застрял, не могу его убить, сложный ПЗДС. mr.tost. У нас Лёша сам по себе такой. Ну да, наверное. Сука, да дай ты, блядь, себе за спину надо зайти. Почему окошек я не вижу? Что за хуйня? Да раз, блядь. Ну ладно, хоть отхилиться дал, спасибо. Я ему подачу, и он мне, блядь. Гандон. На топор, походу, надо и обратно переходить. Что-то вот очень много времени занимает первая фаза Ну, это уже. хорошо, когда так. Хотя я мало с каких игр горю так, но это Дарыч, он сложный сам по себе. Таких игр мало, к сожалению. Да. Так, где это залупа драконоборца? Вот. Я вон в Капхаде на Кендаще сидел 5 часов, по-моему. Потом с башкой бился тоже примерно столько же. Ничего. Одолел. Спустя время, но дал ему пизды. Прикольно, когда чуваки заходят на стрим такие, бля, это самый легкий босс в игре. А, бля, я прошел это с первой попытки. Бля. Я там, не знаю, бля. По всей игру с завязанными глазами прошел. Ну, типа, молодец, что могу сказать. Хотя я раньше похожую проходил Lord of Stepalin на PS4. Нац. А почел? Lord of Fallen, кстати, я тут недавно видел, что-то кто-то проходил. А почему ты не уворачиваешься? А от чего уворачивался? Пидорас какой, а? Нац. А тогда. А то так? Почему я не уворачиваюсь? Насколько получается, так уворачиваюсь. Так, давай хилимся. Вот, и добиваем первую фазу. Скип. Вот почему я упал. Какая-то странная еботина произошла. Ладно. Блять. Уебок вонючий.
Кто знал-то то, что они одновременно еще выпустят 2 луча подряд? Такие гондоны. Вообще от одного ушел, тебя второй ебает, и все нормально. Точку на. Шикардос вообще. Ай. 2 часа 30 минут. Полет нормально. Надо же, он спрятался куда-то, но лучом бить не стал. Хуя у него, если я трижды я ему долбану, то я у него отгрызаю 1300. Это очень круто. Блять. Ну, типа, есть резон на мужика вообще зарубиться, ну, типа, кто кого, знаешь. Главное, отходить пошустрее, короче, и усыпить. Типа, можно первую фазу чисто на мужика вынести. Правда, у тебя потом от тебя ничего не останется практически. Ну так, в принципе, у меня один удар 400 наносит, второй 800, а третий почти 1300. Это как бы серьезные вещи. А так я, видишь, мечом, когда даже заряженный смолой, я мечом сношу всего 200. Это очень мало. mr.тостер. Гол на мужика. Так чисто поржать. Ну ты же понимаешь, что мне пизда придет. Трижды я могу его ударить, потом мне по-любому для восстановления выносливости надо будет от него отойти. Ладно, давай, поехали дальше. mr.тостер. Да понимаю, но хоть и веселее будет. Давай зарубим. Да. Можешь попробовать шмотку скинуть, но меч оставить с этим. Я типа меньше буду весить, лучше перека. Как говорится, да? Если не знаешь, что делать, раздевайся догола. Ну вот так хотя бы. Штанцы себе оставлю, чтобы совсем курагой не трясти. mr.тостер. Разденься. Давай так. Ну, я просто буду чуть-чуть побольше урона получать. Но даже, по-моему,
Самурай модках я не классик. По перегружен. весу работает как 30%. Идеально атак до 70%. Давай так попробуем. mr.тостер. Сапоги. Да нормально. Оставим. Ну то вдруг член застудит. Он у него и так сушеный. Мерзкий. Я сейчас загружен на полтинник всего. Ну, 56 там с копейками. Блять, ну... Ну, не дал допить. Самурай класса. Для тяж оружия нормально. Я сейчас вес качаю, чтобы 30% было. Я думал пофармить, но что-то я последние пару дней так заебывался после смены, что неохота было даже включать игру, блять. Носиться, фармить бабло, чтобы полностью весь сет можно было одеть вместе с топором, без геморроя для этого. Ну, не в ущерб весу персонажа. Там фармить-то ебаную тучу надо бабла просто. А, по-моему, левелов 5 или 6 надо мне поднимать. Если все вместе напялить, у меня на перегруз идет 80%, короче, у меня все шмотки весят. То есть мне надо как минимум 20% снимать. Либо какой-то другой сет одевать, но не вижу смысла. Самурай классы. Это да, мне еще 11 ур надо. Ну да. Вообще, конечно, в идеале мне бы тоже еще там всякого дерьма подкачаться. Ну, не знаю. Если получится этого урода пройти, то в принципе можно дальше уровень не поднимать. Для финала типа этого хватит. По крайней мере, должно. Ну как, 3 раза ебнуло, блять, и он меня заодно. Да ёб твою мать. Дает допить просто. Зато пока он атакует, я могу пить спокойно. Блять. Не, давайте, ребят, еще перекур. Надо остыть. Что-то он реально подбешивает этот день сурка, нахуй. Сейчас подойду. Самурай класса. Безымянный король с Медиром такие выглядывая из-за угла. Мы не согласны.
Я вот что подумал, может попробовать, правда, кого-нибудь призвать, точнее, надо сначала отсюда выйти. Пиздец, 64, 63 часа я в этой игре уже, блядь. Эх. Посмотрим, если сервак работает. Что вряд ли. Да, хер там плавал, сервак не пашет. Ну, давай ты хотя бы быстрее, блядь. Ага, локальный. Походу не вариант кого-то призвать. Будем мучиться так. Может, какой-то уголь надо сожрать, чтобы мочь призывать. Чем они между собой отличаются, я хуй знает. Связь с другими мирами. Всякого говна, блядь, полно просто. Какие-то юбочки, бусинки, блядь, пиздец. Ну, это странная какая-то ебань, уже 5-й день серваки не работают, или какой-то 4-й. Такое ощущение, что надо типа игру переустановить, тогда может быть они заработают. Да. Какой-то глюк походу. Пошел нахуй. Да. Охуенно. Сколько этот? Секунд 30, да, по-моему, пожил. Андрей Тихонов. Здорово, подсказали, как легко его вальнуть. Нет, не подсказали. Как обычно, стоять за жопой и лупить. Стандарт.
Я уже тут третий час почти бегаю. Все нормально. Я, наверное, уже столько раз подох, что просто не существую во вселенной. Блять. Знал же то, что лучше отойти и похилиться, но твою мать, чё полез? Андрей Тихонов. В первой фазе нанеси последний удар так, чтобы быть на красной дорожке перед ступенями. Латрик возродится и не будет тебя видеть, и ты спокойно его расстреливаешь в левое плечо. Хуя голубей. В первой фазе нанести последний удар так, чтобы на красной дорожке перед ступенями. Бля, ну это, конечно, интересно. Но это же надо все провернуть. Просто тупо оттуда не уходить со ступенек. Андрей Тихонов. Ступеньки перед троном. Ага. Значит, я даже их не заметил. mr.тостер. Абус-арбус. Ну, давай попробуем. Если вообще это все получится просто сделать. Принцип-то я понял, но... А, блядь. Да серьезно, меня как будто назад вернуло немножко. Пиздец. Так, ступеньки, говоришь, перед троном. Угу. Вот примерно тут, я так понимаю, надо находиться. Блять. Вот где серые какие-то лепестки или что тут, перья какие-то накрошены. Сандаль там что-нибудь валяется. Андрей Тихонов. Ага, именно. Кстати, Андрюха, у тебя сервак ДС работает? У меня не подключается нихуя уже который день. Андрей Тихонов. Есть срез короче, прям перед боссом. Эвил Гаоси. 95 трай. Охуеть. Андрей Тихонов. С двойным лифтом. А какой тут еще срез? Я что-то не видел. Андрей Тихонов. Не знаю пока, я не дома. Какой тут еще может быть срез? Я вот ничего не вижу.
Да, мне бы добежать хотя бы. Ой, ебаный вонючий. Андрей Тихонов. Справа где рыцари? И что тут за срез такой? Кстати, это неплохо поможет. Хотя бы через это все говно бежать не надо будет. Угу. Андрей Тихонов. Там лифт, как в поселке Нежити. А я не помню нахер, что за поселок. Бля, я забыл, где тут вообще. Где тут костер? По-моему, где-то рядом. Все забыл, к хуям собачьим. А. Вот один, вот второй лифт. Андрей Тихонов. Там один над другим, на нижнем уровне какой минус? То ништяк. Так-то понятно, но что-то, по-моему, все равно далековато бежать. По-моему, уж лучше через этих двух уродов прошмыгнуть. Давай, вбивай меня. Андрей ну. Тихонов. На этот срез, с костра драконоборца. Угу. Ну, хер его знает. Давай попробуем. Не в ту сторону. Так, вот получается, короче, ты топишь отсюда, потом налево, потом сюда. Ну, хоть лифт здесь, пока что. Сейчас бы улетел нахрен. Андрей Тихонов. И налево. Да, я разобрался. Спасибо. Пригодится. Чуть-чуть побыстрее будем добегать. Ну, хотя бы без деформации. Так, попробовать его теперь его возле ступенек вальнуть. Глядишь, заглючит. Что у меня раньше не отпиздит. Вообще просто прессует и постоянно вообще. Странно, как у меня стамина еще успевает восстанавливаться.
Не вижу. Блять. Ну да, естественно. Вот еще проблема. Основная. Тупо влетая на вот эту подачу ебанутую. И все. И это ваншот. Андрей Тихонов. Платформа двойная, пробеги, чтобы один поднялся, а другой появился. Там Эстус или Титанит внизу. Сейчас посмотрим. Ну и чё? Конечно, не могу сообразить, как это сделать правильно. Ну, я сейчас нажму, он вниз поедет. И все, и барсик. Давай на этот встанем, на второй. Вообще надо босса тренить, а не этой хуйней заниматься. То я уже 3 часа, блядь, с ним сижу. И вообще результатов никаких. Во второй фазе я ему 2 раза, по-моему, смог ударить и все. Андрей Тихонов. Я ошибся. Да пизду, короче, потом. Андрей Тихонов. Ну просто имею в виду потому что. Ладно, как-нибудь. Ирил Гаус. Вот оно безумие. Повторять без результата. Блять. Серьезно, отопиздил этот день сурка, нахуй. Какой-то пиздос вообще, просто он лупит и лупит, нахуй. Если ты не уходишь от одной атаки, то он тебя ебает второй. Вот и все. За полчаса не справлюсь, тогда, ну, а я скорее всего не справлюсь, тогда я попробую его еще помудохать вне стрима, чтобы ни на что не отвлекаться, прям ебать и ебать ее. Может, что-то хоть как-то подвижки какие-то будут. Сервакам, потому что пиздец, как бы никого не призвать. 15 стримов одному этому пидору я не хочу посвящать. Это тупо потому, что скучно и неинтересно. Ладно, похуй. Но при таком раскладе, то что ну, другая срезка, я хотя бы могу спокойно взять, там, намазать что-нибудь, жопу там вазелином. За мной хотя бы 10 тысяч человек не бежит. Да ебать тебя в рот. Постоянно у меня на этой хуйне ловит. Я не знаю.
То ли слишком рано я прыгаю, то ли слишком, блять, поздно. Я не понимаю, там какие-то секунды просто. Какие миллисекунды, я не знаю. Надо же учитывать на вот это вот говно анимацию. Он же тоже ее не сразу делает. Секундная задержка примерно. Ты нажимаешь, он через секунду только у тебя прыгнет. Это пизда, конечно. Отклик охуительный просто. Но в этом и сложный Dark Souls. Если был бы мгновенный отклик, она бы проходилась на раз-два, и эта игра бы просто ничем не цепляла. Вообще, тупо ее проходишь, ну потому что она нахуй одинаковая. То первая, что третья часть. Ты просто бежишь по локации от одного босса к другому. Тех мудохаешь, все, привет. Качаешь пушки. Но все дело в геймплее. Дай, блять. Поздно. Вот сейчас точно поздно. Пока не научусь прыгать, он мне будет пизды отвешивать. Это по-любому. Это основная проблема. Хуй знает. Я уже разделся, у меня точно перегруза нету. Как бы и пуха-то вроде подходящая, потому что хорошие куски отгрызает. Как бы практически максимальные. Я думаю, что максимальный. Щит Даман 72. тоже ничего так. Привет, лайк. Здорово, Даман, спасибо. Щит тоже как бы. Основные атаки его понятны. Но вот этот луч это просто пиздос. Он ваншотит. Он ваншотит и сделать ничего не успеваешь. Пока прыгать не научусь, я буду дохнуть. Беспощадно. Даман 72. Вот это мачете. Да, кукурузку рубить на колхозных полях председателя. Самое то. Вот я хуй знает, как его еще к ступенькам этим подманить. Вот так, наверное. Аж игра подвисла, нихуя он мне пизданул. Тихо. Спокойно. Даман 72. Боссов достиг. Босса. Одного босса. Я сижу с ним уже 3 часа 7 минут. Он меня мудохает и мудохает. Я максимум дохожу до второй фазы. И все. Гасишь. Громко сказано. Вот пизды получаю. Это в точку, я думаю. Даман 72. Блин, как прилагивает от удара. Так вот, я не знаю, что-то игра подвисла немножко. Он так пизданул по мне, что пока эта вся анимация проживалась компом вместе со стримом. Так, а почему я вниз еду? Должен же наверх ехать. Какая-то хуйта. О. Кусок титанита. Окей. Он пригодится. Он пригодится для той пушки, если я одержу победу над этим боссом. Этот кусок титанита пригодится прокачать эту пушку. Так-то у меня все, скажем так, ингредиенты собраны. Мы наверх-то поедем, нет? Да вы задолбали. Блять.
Надо другой лифт, короче, вызывать. Ебанутые лифты, как они достали, просто реально. У Хидетаки, наверное, вторая профессия лифтером была. Неужели? Я нашел подходящий лифт. Ебанулся. Даман 72. В этой игре все против игрока. Да, да. Она еще жутко несправедливая. И еще глючная к тому же. Есть такие моменты. Но почему-то людям бомбиться, но нравится. Парадокс. Ну, он попал, но я выжил, странно. Но удар вообще ничего не оставляет. Самурай лазер. Со временем просто познаешь цену. Наверное. Будь здоров. Даман 72. Это проверка скилла и самоутверждения. Ну, самоутверждение это точно вряд ли. Это, скорее всего, игра тебя пытается унизить, а не самоутвердить. Блять. Я пока его искал по комнате, нахуй он мне ёбнул. Отлично. Не, это, по-моему, фиаско. Я ему даже сейчас первую фазу не сношу. 3 часа прошло, я даже до второй не Даман дохожу. 72. Кто-то смог, а я что хуже? Ну да, типа того. Да нет, как правило, знаешь, люди просто забивают хуй на нее и все. Вот тут тоже, да, как бы палка о двух концах, если задуматься. Кто-то забьет хуй, как бы скажет, нахуй мне надо нервы тратить свои, как бы. А кто-то прям будет до упора сидеть и все-таки возможно пройдет. А может быть и 2 недели будет сидеть. Я думаю, смотря у кого, да, блять, вы заебались со своими лифтами. Смотря у кого сколько свободного времени. Сука, 2 одинаковых лифта, ну кому как удобней. И хуй поймешь, он тебя вниз повезет или наверх. Ебанская штука. Самурай классы. Добрая половина игроков. По ачивкам смотрите в стиме. Доспехи драконоборцы уже 40%. Игроков получили. Ну вот. Значит, терпения у людей больше. Даман 72. Я такой, поэтому я ее не хочу начинать. У кого-то просто нервы, знаешь, сдают. Ну, типа, прошел пол игры, потом, блять, она такая пизду нудная. Самурай классы. А 60%. Игра просто отсеяла просто. Так вот, она отсеяла, потому что она не зашла. Даман 72. Или потому что она Хотя я сложная. играл во всю Souls-like игры, кроме серии Дарка. Ну, играть это одно, а ты их проходил? Вот в чем вопрос.
Да. Ну и давай короночку. Пошел в очко. Команд 72. Конечно, Ремнант H2. Так, ну, короче говоря. Ай. Странно, но я пока пил, он мне трефнул, блять. И появился сзади. Ремнант же это, по-моему, не от промов, да, игра? Если я не ошибаюсь. Самурай классы. Первая часть меня унижала более чем, и в фулдилке в ВК, когда я уже хотел бросить товарища, написали: да, его не хватит, не пройдет 100 пудов. И тут меня бомбануло и понеслась. Угу. Ну, кстати, у меня, по-моему, меньше горело в первой части, нежели в третьей. Так, этот лифт по-любому поедет вниз. Опять. Команд 72. Я помню, меня на первом боссе в Ремнант Фронт А6 так бомбило. Ну, как говорится, какую первую часть лайков ты проходил, такая для тебя покажется самой сложной. Не знаю, все равно для меня как-то третья сложнее оказалась. Не знаю почему. Может, проблема с неопределенностью с пушками, не знаю. Самурай класса. Не третья сложнее, да. Солитария. Ну, он почти меня выебнул. Я не знаю, каким чудом, но я спас. Да? Я успел до него дотянуться. Чудо новогоднее, блядь. Так, давай отойдем. Отойдем, надо похилять. Самурай класса. А так самый пик клавишный колпачок звезды. Клавишный колпачок звезды. Клавишный колпачок звезды. Если Салус лайком, то секир нет. Это вот настоящая боль в жопе. Вот я Секиру пробовал играть, ни хера не получилось. Забил на третий час на нее. А как-то в первый Дарк получилось, я и продолжил. Потом думаю, дай-ка и мы и третий пройдем, чё нет-то. Если с первой все так неплохо. Так, я прям на ступеньках вот держусь, не ухожу. Хер знает, на дорожке я был или нет. Да, он видит меня. Хуйня это все. Команд 72. Раньше все игры были как Sound Live. Я помню игры, где нет перевода. Нет ютуба, где можно подсмотреть, если что. Самурай класса. Не, я страдал в Секиро всего 100 часов и решил, что копнуть скилла наберусь. Вернусь, пройду. Так, ну я тут живу больше 2 секунд на второй фазе.
На вот это мне не хватает определенно. Блять, добил, а? Сука, пока пил, добил, а, урод, блядь. Гнида. Три часа вот я на секиру потратил, короче. Вообще не получается, я не понимаю этой механики. Там же, естественно, нихуя не объясняется. И, может быть, когда-нибудь ломанусь ее пробовать проходить, но... Не знаю. Решу после Elden Ring, стоит ли вообще какие-то еще соулд-лайки запускать. Не знаю, может быть, попробую, допустим, вторую ДС-ку пройти за этого, за мага. Самурай не знаю. классы. Нину уже лучше стало. Я думаю, что мне просто повезло несколько раз подряд, типа того. Скорее всего, так. Ну, посмотрим, посмотрим. Самурай классы. Там нужно парировать научиться. Да. Там нужно вот именно тайминг ловить. Самурай классы. Вот у меня опасения. В Bloodborne бы хотелось тоже поиграть. Ну, ждем порта, а там посмотрим. Сначала же этот, как его, Хидетака делал Bloodborne, его выдрали, видимо, по контракту, чтобы он запилил третий ds, а потом дальше продолжил Bloodborne заниматься. Поэтому третья DS и Bloodborne не очень похожи между собой. Ну, скорость, геймплей, даже локации некоторые похожи. Так, но если ты от него находишься в ебенях, то есть вариант вообще типа получить подачу и не сдохнуть до конца. Вроде как. Да. Это фиаско, Самурай братан. классы. Каждая вслед игра сложнее предыдущей. И после Секира, Элден может оказаться путешествием в ад и обратно. Может быть, но я вот слышал такую новость, что типа она будет более казуальной и типа попроще будет. Не знаю, может быть, а может быть они это, знаешь, типа специально призывают игроков, короче, вы типа купите, а то, что у вас получаться проходить ее не будет, ну, блин, сорян, чуваки, качайте скилл, не наша проблема. То, что мне кажется как бы сложным, для кого-то другого покажется очень легкой. Не знаю, может быть такая политика произойдет. Серьезно? Так если задуматься, у каждого человека же своя реакция, свой скилл, как бы, свой опыт в играх и так далее. Поэтому для кого-то легкий босс покажется адски сложным и практически непроходимым. Вот только чисто упорство, возможно, сыграет положительный результат. А может быть просто, ну как бы, хуй забьешь на него и все. Но, как говорит Хидетака, вы типа, если в Elden Ring не сможете пройти какого-то босса, думайте, ищите тактику, все получится, типа, сложных боссов там не должно быть. Если там добавили систему стелса, как бы, то, возможно, она будет чуть-чуть попроще. Блять. Ладно, я еще пробую 15 минут, потом закончим стрим, короче, я сижу, может, чайку попью. Перекурю пару раз, попробую его вне стрима этого пидора замочить.
Ну а нет, завтра. Завтра в 6 также. Стрим. Когда-то же должно это дело произойти, правильно? Ну, чисто методом этим. Исключений. Типа, сотня попыток сливается, 101-я работает. Короче говоря, если за ночь я его не пройду, тогда мы завтра в 6 продолжим. Как говорится, с новыми силами. Пиздить этого урода. Кто знает, может быть, что-нибудь новенькое я вне стрима открою. Ну, типа тактику какую-нибудь. Потом останется ее только подточить, так сказать. Поднатореть. И потом расколоть ему ебло напополам вот этим большим топором. Потом уже еще DLC надо будет удохать и все такое. Короче, еще если я правильно посчитал, где-то 9 боссов мне остается. Блять, дай ты хоть отойти-то. Чувак, ну... Мне надо-то дедовской самогонки чуть-чуть бахнуть и все. Сука, допить не дает. Но я вот заметил то, что мне удобнее в правую сторону от него уходить. В левое прям... Где он? Машет, сука, своими кеглями тут. Да, просто он мне просто через щит пробил. Просто добил то, что было. Ни одного луча он сейчас не использовал, но он просто меня заспамил. Хуй там, я не успел удрать. Катаемся, чё? По времени, ну, примерно на пару попыток мне хватает. Ну, где эта кнопка ебаная? Точнее, я же чё? Да ёбаный, ты лифты сработаешь, нет? Поехали, чё? Поумираем. Ну, почти я подох.
Ну, дай эту камеру-то себе подхватить. Из дома надо уходить. Просто сейчас, да, блядь. Как он дотянулся? Там расстояние было, блядь, пиздец. Просто, скорее всего, на кончике, вот на кончике своего мечика сраного взял и дотянулся. Но я, естественно, в этот момент решил отпустить щит и просто поднять здоровье. Такие дела. Такие дела, брат. Да, и все, я чуть-чуть задержался, и пиздец, лифт уезжает вниз. Это даже лифты бесит просто. Вот. Просто своей скрипучестью. То, что они очень и очень медленно едут. Я сейчас, наверное, вот за 3 часа 30 минут, наверное, полчаса только на лифтах катался. Чисто общего времени. Да, блять. Че, издеваетесь, а? Ебанутые покатушки. Надо было так серию назвать. Ебанутые покатушки на лифте. Наконец, спустя 2 раза я смог выбраться, нажав кнопку. Чудо новогоднее, блядь. Да. Не, это дичь какая-то. Вообще. Полнейшая. Да, последний раз я сбегаю. Будем на сегодня заканчивать. Давай, ну быстрее, ну чувак, ну ёб твою мать. Тури, татури, татури, тури, тури. Андрей Тихонов. Да все за ЭБС, чё ты? Я его 3 часа 30 минут, 34 минуты. Я делаю одно и то же. Вообще без продвижений никаких. Андрей Тихонов. Разогрев. Какой пизду это разогрев? Я уже больше заебался. День сурка смотреть, чем разогревает. Сейчас, не знаю, стрим закончу, может посижу там. Перекурю, бахну чайку. Попробую еще.
Надо как минимум упан от этого пидора охладить. Реально заебывает одной. Он серьезно, как он меня сейчас ударил? Почему я подох, он мне сейчас пол здоровья снес, хотя я щит держал этот ебанутый. Нет, вообще. Вот так вот. Убери щит, возьми в двух руки и прыгай. Да, чтобы он еще больше сносил. Он же бьет по этому, по дуге. Он лупит от себя по дуге. Мне нужно прыгать так, и находясь у него перед мордой, мне нужно сразу же запрыгивать за спину ему. Но так же не получится. Такой чехарды у меня не выйдет. Не, ну давай, в порядке бреда. В принципе, терять-то мне особо нечего. Давай так, без разницы. Просто я сейчас еще быстрее сдохну. Я потому что привык от щита играть. Вот в чем проблема. А таскают в руки часто. Самурай классы. Во, мужская игра началась без щитов. Возможно. Ну, типа тормоза для трусов, тут то же самое. Нахуй щиты. Эстусы тоже можно убрать. Завяжите мне глаза еще. Андрей, тихо. В сторону замаха прыгай. Я иногда хотя бы могу щит поднять, а он мне в него бьет. А так как пуха весит дохуя, я делаю удар, прыжок, и у меня стамина ни хера не остается. Плюс он мне еще ее сносит регулярно. Давай еще раз. Самурай классы. Тебе просто надо потренироваться, и ты сам решишь отказаться от щитов. Ну, не знаю, сколько я тренировался-то. Боссов некоторых в первой части проходил без щитов, потому что ну, они там тупо бесполезны. По-моему, в третьей части тоже какие-то... Где-то я щиты не юзал вообще. Но так в основном всю игру проходил со щитом. Кстати, когда я топор держу в две руки, я... Ну, короче, в одной руке я наношу 409, а в две руки держу, я наношу 423. Самурай классы. Я на танцовщице принципиально щиты не брал, правда на мне нервы 150+. Траев пила, но ничего. Главное помнить, босс рано или поздно умрет. Ну да, с тобой я согласен. На танцовщице я тоже прикурил неплохо. Я ее тоже там часа 2 мудохал. Ну, кусок одного стрима и кусок второго. Щиты, ну я пользовался щитом, но, по-моему, во второй половине, скажем так.
первую часть, ну, как бы, так я не брал щиты, но, по-моему, это была ошибкой. Тут, я думаю, то же самое. Так-то босс, конечно, умрет. Надо просто потренить, как бы, и все. Наверное, так. Может быть, настроение другое получить, Натсу. скажем так. Надо привыкать к его атакам. Да, да. Надо не привыкать к его атакам, надо не торопиться, потому что... Самурай Тласы. Я удивляюсь, как люди на 1Х уровнях ее убивают, а подчеркивание. О, Да, да. Тоже удивительно, как ее валят в начале игры. Но кто-то, знаешь, и Dark Souls проходит за 1,5 часа. Как говорится, каким бы ты скилловым игроком не был, всегда найдется азиат 12 лет, который делает это уже 5 лет подряд, как бы, и, ну, не знаю, на танцевальном коврике. Так что всегда найдутся скилловые чуваки, которым это просто легко дается. Ну, я, естественно, как заметили, не из таких. 3 часа 40 минут я угробил на этого пидора без результатов. Сейчас, короче говоря, передохну, покурю. Андрей Тихонов. Это тебе карма за знатока кристальных чар, а то не прочухал. Ну, я его вообще не заметил. Я даже... я две фляги выпил, пока его лупил. Я думал, что это не босс какой-то. Я думал, какая-то херня. Но это единственный тут легкий босс мне показался. Вот первый, самый первый, и вот кристальные чары. Ну, не знаю, я просто налетел и дал ему по жопе, вот и все. Натсу. Они проходят ее за полчаса, потому что используют баги и просто скипают всех этих боссов и доходят до последнего босса. Да, да, Самурай Тлас. я знаю. Ой, знаток у меня пил крови пиздец. Кто-то вообще только под землей Лотрика лупит, допустим. Или Олдрика. Блять, я их путаю. Лотрики, Олдрики. Не знаю, по-моему, один хуй. Они все одинаковые. Одинаковые, ёбнутые, душные боссы. Ладно, ребят, будем заканчивать. Спасибо всем за поддержку. Если что, завтра в 6 также полобаем. Не знаю, на каком моменте. Если сегодня мне получится вечером этого пидора заебашить, тогда продолжим других боссов валить. Нет, так с него будем гордо умирать, как самураи. Типа того. Короче, ладно, ребят. Давайте, спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, пишите лайки, там, комменты. Да,